Это короткое видео о полипропиленовых водорозетках. Если я устанавливаю водорозетку для раковины или для унитаза, то в этом случае нет ничего сложного. Я могу установить так, как мне удобно ее монтировать и как мне удобно будет потом в дальнейшем это дело все обслуживать. Если же говорить о смесителях, которые монтируются в стену в ванной комнате, то в этом случае необходимо соблюсти межосевое расстояние 150 мм. 150 мм считается неким стандартом. Если ваш будущий смеситель на 150 мм, то в этом случае, возможно, вы сможете обойтись даже без эксцентриков. Но не все смесители одинаковые. Я думаю, многим из вас известна ситуация, когда стену приходится разрезать штраборезом, чтобы спрятать вот эти водорозетки. При всем при этом эти водорозетки должны быть закреплены строго 150 мм друг от друга и, в общем-то, по уровню. Если они раздельные, как в моем случае, то бывает сделать это довольно сложно. Для таких целей я предпочитаю использовать водорозетку парную. Это водорозетка для полипропиленовой трубы с резьбой 1/2 внутренняя 15 мм и 20 мм под трубу из полипропилена. Межосевое расстояние 150 мм. Имеет 5 точек крепления. Мне достаточно разрезать трубу штраборезом, раздолбить оттуда все, что я разрезал, сделать ровную площадку. Если у меня ровно раздолбить не получилось, то я должен замазать каким-то раствором, допустим гипсом, и прикрутить вот эту вот планку. В таком случае мне уже не надо будет соблюдать как минимум межосевое расстояние. Это очень удобно при монтаже. Недостатком же такой планки я считаю то, что она легко гнется. И просто ее установить и прикрутить к стене, чтобы она была по уровню, как, например, подготовленную планку для труб Рехау или для труб из металлопластика под пресс. Здесь это часто не получается, что она непрочная. Вот эта вот непрочность имеет важную роль, если у вас нет с собой гипса, для того, чтобы ровненько заделать ту нишу, куда вы хотите поместить вот эту парную водорозетку. В таком случае придется очень щепетильно выставлять и прикручивать эту водорозетку таким образом, чтобы это все стояло по уровню. Но все же это гораздо проще, чем использовать раздельную водорозетку. Стоимость данной парной водорозетки около 400 рублей. Хайскрафт. Есть белая водорозетка, например, компании Pilsa. Особенность этой водорозетки заключается в том, что она на жесткой планке. И даже если вы не подготовили стену, вы можете прикрутить на горбатую стену таким образом, чтобы она смотрела ровно относительно уровня вертикального и уровня горизонтального. Имеет 2 точки крепления. Закрутили, заделали и забыли. Здесь не будет никакого перекоса, потому что, чтобы ее перекосить, тут еще постараться нужно. Очень толстая планка. Очень удобная, очень крепкая. Pilsa, по-моему, турецкая компания. Если же мне приходится работать с полипропиленовыми трубами, то я предпочитаю трубу Wavin Eco-Plastic. К сожалению, у Eco-Plastic никогда не было парной водорозетки. И с недавнего времени у них появилась вот такая штукенция. Стоимость этой планки порядка 70-80 рублей. Я считаю, что это гораздо удобнее, чем иметь вот такую вот планку, потому что в моем ящике с полипропиленовыми фитингами вот эта планка более компактна, чем вот такая. То есть это просто занимает меньше места. Удобнее при транспортировке. Мало того, если у меня парная водорозетка осталась лишняя, в случае использования ее как раздельных водорозеток, я должен буду отрезать эту планку. В случае же с экопластиком планка лежит отдельно. Я имею несколько водорозеток, я могу их использовать раздельно, либо я их могу использовать вместе. Для того, чтобы их использовать вместе, я просто устанавливаю водорозетки в планку. Раз. 2. Пожалуйста. Теперь я имею парную водорозетку. Очень удобно. К недостатку этой системы я бы отнес только тот факт, что она такая же мягкая, как и любая другая парная водорозетка, за исключением водорозетки от компании Pilsa. Но, как правило, данная мягкость водорозетки не приносит слишком много головной боли. Хочу обратить ваше внимание, что не каждый смеситель имеет межосевое расстояние 150 мм. В моем случае этот смеситель имеет 145 мм межосевого расстояния для подключения к водорозеткам. Pilsa имеет строгое межосевое расстояние 150 мм. Хайскрафт имеет тоже строгое расстояние межосевое 150 мм. У Экопластика также получается 150 мм межосевое расстояние. Я думаю, что многие из вас знают, что в комплекте с новым смесителем есть вот такие вот эксцентрики. При установке водорозеток эти эксцентрики смогут компенсировать маленькие огрехи при установке водорозеток. Но при установке водорозетки вы не должны на это рассчитывать и должны установить ее строго по уровню и строго с межосевым расстоянием 150 мм. Надеюсь, это видео для вас было полезным. С вами был Артем. Пока.